Всем привет! Меня зовут Наталья, и вы на канале Вкусняшки у Наташки. Сегодня я проведу небольшой эксперимент, как можно приготовить творог из молока, йогурта и можно ли приготовить дома моцареллу. Я взяла одинаковое количество молока 3 литра и добавила в каждую из кастрюль 500 мл греческого йогурта. Деликатно перемешиваю до полного соединения йогурта с молоком. Сразу скажу, что это молоко стояло у меня в холодильнике 3 дня. И я собрала с каждой из кастрюль сметану. И в первом и втором случае у меня получилось 230 грамм сметаны. В первую кастрюлю я добавила половину чайной ложки соли, перемешиваю и нагреваю до 40 градусов Цельсия. Сразу снимаю с огня и добавлю 4 столовые ложки уксуса. Уксус у меня винный 6%. При нагреве уже начали образовываться хлопья творога. Уксусом я немного усилю эту реакцию. Посмотрим, что будет. Благодарю всех, кто подписался на мой канал. А кто еще не подписан, подписывайтесь и активируйте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну вот масса уже более створаживается, но я решила добавить еще 3 столовые ложки уксуса. Хлопья творога уже получаются более крупные и отделяется сыворотка. Если вам нравятся мои рецепты, делитесь ссылочкой с друзьями. Мне будет очень приятно. Для процеживания берем другую кастрюлю, и у меня вот такой крепкий дуршлаг. Неудачка произошла, когда я взяла мелкое, но слабое сито. Использую 4-слойную марлю специально для отцеживания творога. Сыворотки с 3 литров молока получается, конечно, много, поэтому я сначала выкладываю творог, а затем процеживаю саму сыворотку. Добавляю творог к основной массе, закрываю марлей и ставлю банку с водой примерно на 3-4 часа. У меня получилось 369 грамм творога. А сейчас я попробую приготовить моцареллу. Нарезаю творог тоненькими полосочками. В отдельную кастрюлю добавляю горячую воду 90 градусов и помещаю полоски творога. Вода очень горячая, поэтому для начала буду перемешивать творог лопаткой. А также сразу оговорюсь, этот опыт оказался неудачным. Моцарелла тянется, вытягивается, формируется шарик. Шарик получается красивый, глянцевый. Но когда я показала свое видео людям, которые готовят настоящую итальянскую моцареллу, они мне, конечно, сказали, что очень много ошибок. Вот такая моцарелла у меня получилась. После этого опыта я предпочту пойти и купить настоящую итальянскую моцареллу в магазине. А эту я использую для приготовления какого-либо из блюд. Поэтому я пришла к выводу, что сапоги точит сапожник, а пироги печет пирожник. Подытожим часть этого эксперимента. У меня получилось 230 грамм сметаны, 369 грамм творога, немного неправильной моцареллы и 2 литра 600 грамм сыворотки для выпечки. Так как это эксперимент, то я, конечно, завершу его до конца. В кастрюле у меня 3 литра молока и 500 грамм греческого йогурта. Нагреваю до 50 градусов Цельсия, снимаю сразу с огня и не добавляю абсолютно ничего. Крупные творожные хлопья уже образовались на этом этапе при нагреве до 50 градусов. Друзья, это, конечно, мой субъективный опыт, но я пришла к выводу, что дома приготовить творог это несложно, а вот моцареллу это гораздо сложнее. Как минимум надо иметь руки столевара, соблюдение правильной технологии и, конечно, опыт. Если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь на канал. Вот что в итоге у меня получилось. На мой вкус творог без уксуса гораздо вкуснее. Не бойтесь экспериментировать, у вас все получится. До следующей встречи, друзья!